Привет, путешественники! В этой части вы увидите Продвигаясь по бесплатной трассе вдоль побережья, Дима начал требовать посещения Сенота. По пути попадались множество указателей, причем кустарного производства. Я попытался объяснить, что их более 6000, но только 2400 из них зарегистрированы и доступны для посещения. Понятно, что это уникальное явление, и кроме как в Мексике нигде больше не встречается. Я перелопатил много информации, какие достойны внимания, исходя от цена-качества, какие чисто коммерческие, но он настаивал и как результат ткнул пальцем в этот. Виной образования Сенотов стал гигантский метеорит, врезавшийся в Землю около 65 миллионов лет назад, следы которого были обнаружены лишь в 1990 году. Я понимаю, что уже отхожу от темы, но не рассказать о нем будет ошибкой, так как все связано. Орешек знанья тверд. Но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Всевозможных космических образований, упавших на Землю за все время ее существования, огромное множество. И они каждый год продолжают падать, и в общей массе достигают около 2000 тонн в год. Понятное дело, что большая часть из них в своем конечном виде имеет небольшую массу. Катастрофичность последствий зависит от места падения, и именно метеорит Чикшулуб, хотя многие считают, что это была комета, упавшая в Мексике, явился причиной вымирания динозавров. Он попал в неглубокие воды, в которых находились места образования гипсового камня, в результате чего произошел выброс максимально возможного количества серы в атмосферу Земли, так как он свалился под углом 60 градусов, а это самый опасный сценарий падения. Упади он под углом 15 градусов, выброс пыли был бы в 3 раза меньше, а если вообще вертикально, то на порядок меньше. Это вызвало изменение климата, подобное ядерной зиме, так что поверхность Земли несколько лет была закрыта от прямых солнечных лучей пылевым облаком. Кроме поднятого огромного цунами, мощная сейсмическая волна несколько раз обогнула земной шар и вызвала излияние лавы в противоположной точке поверхности Земли. Значительное число юкатанских стенот расположено по окружности с центром в этом кратере. Водоемов на Юкатане практически нет, а рек от слова совсем. Озера в большинстве своем заболочены. Практически ливни за миллион лет источили почву Юкатана так, что она напоминает кусок сыра с дырками. Огромные заполненные пресной водой подземные пещеры, переходящие одна в другую, теряются на неимоверной глубине. Сенот – это образовавшийся в результате обвала свода пещеры своеобразный колодец. На дне колодца вода, чаще всего это протекающая в месте обвала подземная река. Сенот – испанское название, искажение от слова языка майя, которое произносилось примерно как «тгзнот». Парк Актунчен. Пещера. Покупаться в пещеру и экстремально спуститься. Сейчас посмотрим, сколько чего. Природный парк Актунчен – один из самых популярных в Мексике. Причем для посетителей доступны лишь 10% территории леса. Дима уже представлял, как он будет выглядеть в фильме студии Картасов фильм и вообразил, как плескается в прохладной чистой воде, но товарищ мексиканец охладил его пыл. Ценники вы видите. Посещение только Сенотов $33 с человека. Зиплайн и канатной дороги 44, один из 3 15. Посещение пещер 29. Комбо-тур с экскурсией по пещерам, по лесу и обедом в ресторане для взрослого $106, для ребенка 85. Ничего страшного, конечно, но было потеряно около полутора часа. При въезде в каждый населенный пункт большие, остренькие полицейские лежачие, просто очень высокие. А есть вообще горы, останавливаешься до нуля. Сейчас надо Тулум, мы едем в Тулум. Уставший.
Дорога по парку идет вдоль красивого пляжа, вход в который в конце дороги. Мы доехали до упора, не найдя места для парковки, которое только с правой стороны, и даже вне сезон найти свободное очень сложно. И встали у самодельного знака «Парковка запрещена» уже с левой стороны. За нами тут же встало несколько машин. Сразу нарисовался ответственный, за что непонятно, согнал одного испанца, нам поведал, что здесь ставить запрещено и что раскопки уже закрыты. Привыкнув к тому, что они постоянно врут, сделали вид, что приняли во внимание и пошли. Хотя по прилету читал, что полиция парковку объезжает. Дорога заняла минут 10. Ну вот, что и следовало ожидать. До закрытия было еще часа полтора. На территории раскопок людей, контролирующие процесс видеосъемки, я не заметил. Хотя бумажка с ценником в 50 песо висела у кассы. Прочитал, что есть рассветное время с 6:30 до 8 утра и закатное с 17:00 до 19:00. Но это стоит в 3 раза дороже. Напомню, дневное посещение стоит 80 песо. Ранее название города Сама, там, где рождался рассвет, город восходящего солнца. Постройки с каменной крышей, ритуальные, с деревянной для элиты, правителей. Знать ниже рангом жила в деревянных домах, на каменных платформах. Название строения в переводе «дом настоящего мужчины», первого лорда. Поэтому считается, что этот дворец когда-то принадлежал правителю Тулума. Этот дом еще иногда справедливо называют дворцом, названный «дом с колоннами». Когда-то служил резиденцией для вождей майя. Построен он был предположительно в 1075 году. Храм фресок использовался в качестве обсерватории для отслеживания движения Солнца. По углам можно увидеть большие маски, возможно, представляющие бога неба и творца майя Ицамну. Второй этаж представляет собой небольшое святилище, украшенное красными отпечатками рук. Храм нисходящего бога замечательный тем, что ни стены, ни дверной проем не вертикальны. Состоит из одной комнаты с дверью на запад, а луч света пучком выбивается из здания в день весеннего равноденствия. Спускающийся бог, который является главным божеством в Тулуме, расположен на многих зданиях над дверным проемами. Он изображен ногами вверх, головой вниз, подобно ребенку, который рождается вниз головой. Ученые склоняются к тому, что это бог кукурузы, зерна маиса, который возродится, будучи брошенным в землю, или отца-создателя, летящего на землю. По некоторым версиям является богом пчел Амузен-Каа. Дом Чултун на языке майя означает место для сбора дождевой воды. Дом Синота. Судя по всему, в доме проживала семья высокопоставленного лица, поскольку не каждый мог позволить себе роскошь в виде персонального колодца под домом. Вместе с тем колодец давал воду всем жителям древнего города. Эль-Кастильо – главные ворота в город-государство. Тулум переводится как «стена» или «забор». Было не 3 стены, которые обнесен город, а 4. Именно 4-я стена – это коралловый барьерный риф, второй по величине после австралийского. Майя плыли в море параллельно и только в нужном месте поворачивали к берегу через узкий путь, откуда они могли получить доступ к побережью. В дневное время это был солнечный свет, пробивающийся через оба окна первого этажа. Капитан судна двигался таким образом, чтобы эти просветы имели одинаковую ширину. В противном случае он рисковал налететь на рифы. А ночью свет огня на 2-м уровне, который зажигался в больших керамических вазах, и их подносили близко к окнам, чтобы сосредоточить свет пламени на восток, по аналогии с маяками для руководства путешественников через барьерный риф. Испанцы долго не могли раскрыть загадку города. Ему удалось даже выжить в течение 70 лет после того, как они начали оккупировать всю Мексику. Город был заброшен из-за болезней и смертей, которые принесли испанские поселенцы. Дом ветра на другой скале служил предвестником надвигающейся непогоды. Благодаря особой форме карниза ветер, который набирал определенную силу, издавал гул или свист. Цивилизация майя давным-давно исчезла с лица земли, а гениальное изобретение трудится и по сей день. Последний раз храм бога ветров с свистом предупредил жителей в 1995 году, что на побережье вот-вот обрушится ураган Роксана. Что интересно, на фресках в Тулуме также изображены океанские каноэ. Здесь торговали обсидианом из Центральной Мексики, нефритом из Гватемалы, медью из Гондураса и какао-бобами из Табаско.
Здесь, в Тулуме, майя нашли способ очищать и обеззараживать воду с помощью пенициллиносодержащих грибов, которые растут на кукурузе. Также они запускали в воду черепах, которые поедали всю грязь. В итоге вода получалась темная, но чистая и пригодная для питья. В городе замечен феномен, который случается 2 раза в год – день весеннего и осеннего равноденствия. Тени от всех построек делят город ровно по диагонали, хотя дома разрушены почти полностью. По лестнице можно спуститься к шикарному пляжу, но сейчас она закрыта. Думаю, что это связано с тем, что на соседний пляж каждый год между июнем и октябрем 2 вида морских черепах приплывают отложить яйца – грифовая и белая. Долгое время Тулум оставался местом паломничества и поклонения. Даже сейчас майя верит, что Тулум когда-нибудь сыграет особую роль в их жизни и в нашем мире. Здесь не было жертвоприношений людей. Это самый позитивный с точки зрения энергетики город. Максимум животных, рыбу, а самым дорогим подношением богам дороже, чем жизнь человека считались. Этот ролик об этой жести я выложил отдельно. Можете посмотреть на моем канале. Будет правильней продолжить рассказ уже в Чеченице, с которой связаны основные ритуалы жертвоприношений. Существовали 5 низких и узких проходов ворот в стене высотой 1,30 метра. И эти входы также были продуманы такими, чтобы задержать захватчиков. Средняя высота самой стены была 5 метров, при ширине ее основания в 6. Стены города защищали около 60 сооружений. Внутри города жило примерно 500 наиболее влиятельных горожан. За его стенами еще 2000 их сограждан. Кстати, наткнулся на статью ребят, они свернули где-то до кассы, думали идут на пляж, а оказались у ворот. Халява. У нас была похожая ситуация в Доминикане, в пещере 3 глаза. Можете посмотреть на моем канале. Не надо платить $4. Делается проще. Ставится машина на парковку. Сзади парковки есть вход. Вот ровно напротив входа, где снимают с вас деньги, невидимый такой входик с тропиночкой. Как вам очередь? Это видео я сделал из интернета. То, о чем я говорил в первом фильме, перечисляя плюсы Мексики вне сезон. Кто пропустил, заходи на мой канал. Димарь хочет все Синод. Все хочет Синод любой посетить. Чтобы освежиться, обновить. Сейчас покажу ему Гранд Синод. $15. I'm like, dude, calm down. Смотри, все. Желтый вход в 4:15. Все делается с утра. Мы потеряли полдня из-за того, что Дмитрий заехал в какой-то, адвентуры. Катались, самый дорогой, наверное, что есть тут. Чуть-чуть опаздываем. С добрым утром, дорогие друзья. Пытаемся поехать по платной дороге, посмотреть, насколько это быстрее. Показывает, что Чеченица, да, на 50 минут всего. Ну, не знаю, посмотрим. Во-первых, сколько это будет стоить. Вот билетик на платничек. Валадолид. Вот это, ребята, платка, Вся вот в таких односторонних дорогах, все он там ремонтируется. $15. Это от Плая де Кармен до Чеченицы. Смысла 0. 50 минут выигрываешь, но вот такой придурок встанет и все. Платка должна быть скоростная. 5-й раз уже вот на такую дорогу съезжаем. Хлоп, грузовичочек. Справился с управлением. И хера его насадил, уснул. В формах все что-то отдают, лишь бы затормозить. Хватают за машину. Лишь бы затормозить. Зачем, чего? Ну давай, езжай уже. Нам не нужно. Давай. Только успокойся. Не нужно. Не нужно. Задолбали, Слушай, ну это просто пипец. Каждый что-то... Я думаю, останавливает. Но думаю, по делу что-то. Нет, что-то стоят, тирают какую-то фигню, куда проехать. Паркинг $80 or $5? Да, $5? Давай $5. Ну, больше ничего. Расчет на платных дорогах и вход почти во все достопримечательности за наличные. За парковку к ним точно. В основном песо, но с долларами тоже не пропадете. Вот она, Чеченица знаменитая. Пойдем посмотрим. Чичен-Ица. Переводится с языка майя как место на краю колодца, где живут шаманы воды. Они же народ Ица. Или колодец заколдованной воды.
Подходим к кассе, их две. Расчет очень странный. 80 человек, и это надо наликом. Вот это федеральный налог, а это оплата. Ну, короче, вот такая цена. Зато для мексиканцев вот такая вот. А я за мексиканцев не сойду? Похож? Да, и практически везде платная видеосъемка от 50 до 80 песо, это от 2,5 до 5 долларов. Я не платил нигде, но в Ушмале нарвался. Пришлось Соньку убрать в карман, да снимал на телефон. На него снимайте сколько хотите. Этих людей видно. Где именно, не помню, но было наоборот. За экшн-камеру и подобное плати, а за большую профессиональную не надо. Но без навешенного оборудования микрофона, который, кстати, могут вообще отобрать. Правильно произносить Чичен Ица. ударение на последний слог, и если я впоследствии буду допускать ошибку, то прошу прощения. Красота-то какая, лепота. Выходим на зеленую ровную площадку, и вот она, пирамида Кукулькан, также называемый Эль Кастильо, замок по-испански. Она внесена в список новых чудес света, своеобразный календарь, состоящий из 364 ступеней, по 91 с каждой стороны, плюс одна база-платформа, наверху всего 365. В том строении находится еще одна 9-ступенчатая пирамида меньших размеров, и вот она, скорее всего, построена во времена майя, в отличие от основной верхней, которая воздвигнута во времена тальтеков, как и все основные строения чеченицы, о которых я расскажу позже, особенно которые связаны с жертвоприношениями. Под маленькой пирамидой находится синод глубиной 20 метров, и именно он совместно с камнем работает как резонатор. Слышите? Отражение хлопков – ничто иное, как звук священной птицы Кецаль. Она здесь обитала в огромном количестве, но сейчас ее можно увидеть в основном в Гватемале. Маленькая птичка с хвостом до 1,5 метров, и когда она летела, создавалось впечатление, что по небу ползет змея. Этот культ пернатого змея считался одним из самых почитаемых божеств. Ацтеки называли его Кецалькоатль, в переводе змей с перьями Кецаля, а на языке майя Кук-Улькан, перо и змей. Почему так, непонятно, но по множеству изображений божеств человеческая часть превалирует, а змеиная лишь подчеркивает, что он обладатель большой мудрости и обширных знаний. Любой, кто интересуется Востоком, прекрасно помнит изображение аватар богов Индии, за спинами которых нарисована целая толпа змей, означающая, что они владеют огромной многогранной мудростью. Легенда добавляет, что Кецалькоатль, он же Кукулькан, Гукумац и Цамна, который прибыл в Центральную Америку издалека и впоследствии снова уплыл в том же направлении, торжественно обещав когда-нибудь вернуться. Во всех преданиях он описывается как белый человек могучего телосложения с высоким лбом, большими глазами и не спадающей бородой, который прибыл из-за моря в лодке, которая двигалась сама без помощи весел. Он был одет в длинную рубаху почти до пола, осуждал жертвоприношения за исключением плодов и цветов. Был великим врачевателем, открыл людям загадочные свойства растений, научил пользоваться огнем для приготовления пищи, строил дома и проповедовал религию, поощрявшую мир. Но существует значительное разногласие в его появлении. Оно определяется от 600 лет до нашей эры до 967 года нашей эры. Напомню, что сами майя возникли около 3000 лет назад в Гватемале, Гондурасе, Белизе и Мексике. Если вспомнить о древнем символизме, то нетрудно понять, что означает его имя. Кецаль – птица, символ неба, Коатль – змея, символ мудреца. То есть для древних мексиканцев не какое-то смешанное животное, а именно то, кем он и был на самом деле – небесный мудрец и учитель. Обратите внимание на соединение большого и безымянного пальца руки Кецалькоатля в кольцо так, как это изображено у христианских святых на православных иконах. Читал, что в 16 веке испанца Кортеса и его спутников ацтеки сначала приняли за его посланников. Ключевое слово «сначала», так как испанцы начали навязывать свое и нагибать местных, и это им не понравилось. А часть конвоя, который прибыл в 1520 году к западу от современной столицы Мехико, убили и съели вместе с лошадьми. Интересно, что свиней просто умертвили, а драгоценности, найденные у конкистадоров при раскопках, обнаружили в мусорных ямах.
Вернемся к пирамиде и ее загадкам. Как я уже говорил, под основной пирамидой находится 16-метровая, которая является ее точной копией. Но мало кто знает, что при помощи современных приборов было обнаружено еще две. Не зря Эль Кастильо называет календарем. Каждые 52 года добавлялась пирамида сверху, наподобие матрешек, как бы защищая от разграбления предыдущую. И тут я должен рассказать о календаре майя, чтобы вы имели представление о цифрах, которые для майя были сакральными. У них было два календаря. Священный Цолькин, дословно счет дней, состоящий из 260 дней, который образует год на планете богов, 20 месяцев по 13 дней. И земной календарь Хаап, дословно нечетный год, обозначал 365 дней обычного года. Он состоит из 18 месяцев, длина каждого 20 дней. По истечении 360-дневного периода в году добавляет еще 5 дней, которые могли также выделяться в отдельный месяц, Вайхаб. Он использовался прежде всего для определения дат начала и окончания сельскохозяйственных работ. Так вот, совпадение для священного календаря и дня обычного календарного года происходит один раз в 18 980 дней или в 52 года, что олицетворяло обновление всего жизненного цикла. Но интересно другое. Как майя строили такое великолепие? У них не было ни колеса, ни металлических инструментов для обработки камня, хотя археологи находили фигурки животных с колесами, и они крутились. Скорее всего, колесо не прижилось, так как делать повозки было не для кого. Бизона не приручить, лошадей не было, а ламы для этих целей не подходят, потому что если нагрузить на них больше 40 килограммов, они ложатся и отказываются вставать вообще. Да и не из чего. Без прочных металлических деталей изготовить колесную систему проблематично. Есть версия, что колесо похоже на Солнце и Луну, и использовать его было кощунством. Если так, тогда почему при строительстве дорог они использовали массивные каменные цилиндры, подобные современным каткам? Эти мощенные, покрытые штукатуркой дороги, называемые сакбе, от майских слов сак белый и бе путь, первый раз я увидел здесь, в Чичен-Ица. Большая часть таких дорог небольшой протяженности, а самая длинная примерно 100 километров. Они имели разную степень обработки в зависимости от функций точек, которые они соединяли, так как населенный район Чичен-Ица охватывал не менее 300 гектар и был умело спланированным мегаполисом. На данный момент откопана территория в 6 гектар, а вообще только в штате Юкатан обнаружены остатки около 60 древних городов майя. Обычно дорога поднимается примерно на метр над уровнем земли и покрыта соскабом из лесниковой пыли, найденной на полуострове. Из-за дневной жары люди пускались в путь вечерком, а белый цвет отражал лунный свет и делал путешествие освещенным. Это было важно, так как майянцы все делали пешком. Такие дороги будут еще встречаться в других городах. Но все же основу дорожной сети составляли тропы с большими перепадами высот, затрудняющие использование колесных транспортных средств. Поэтому огромные каменные глыбы, скорее всего, перемещали при помощи стволов деревьев, которые подкладывали под груз. Кстати, при производстве керамики применяли аналоги гончарного круга. В общем, вопросов больше, чем ответов. При взгляде снизу на лестницу кажется, что ширина ступеней внизу и наверху одинакова. В действительности же лестница расширяется кверху таким образом, чтобы компенсировать эффект перспективы. Она построена не строго по сторонам света, как все, а немного развернута, чтобы в дни равноденствия можно было наблюдать интересное световое явление. 22 сентября, после полудня, в течение 3 часов 22 минут сверху и до основания ступеней, где находится голова, за счет перемещения Солнца, 7 отраженных треугольника от 9 уровней пирамиды двигаются. Змей как бы спускается в наш мир. А 21 марта Кецалькоатль восходит в алтарную зону. Причиной закрытия этой пирамиды 5 января 2006 года стал 80-летний американец Блэк, который погиб при падении с самого верха. Это храм воинов, посвященный тольтекскому культу смерти. Здесь располагалась военная знать, опора власти. После возведения этого монументального строения в Чичен-Ица стал преобладать культ воина, и на место восхищения городом пришел страх перед ним. Слева от храма воинов находится храм таблиц, 4-ступенчатая пирамида с лестницей. Группа 1000 колонн перед храмом, которые изображают воинов, поддерживали длинную крышу. На деле колонн несколько сотен, большинство из них находится чуть дальше от стен храма, и они круглые в основании. Крыша наверняка была, и они от жары как бы спасались под Будешь питаться? Энергия Да. древних майя переходит в мед.
Крестик. Нолик. Да, выиграл. Майя, смотри, развлекались. Крестики-нолики. Да, смотри, мокрый был дождь, видимо. За ним находится просторное строение с колоннадой и внутренним двором, рынок, Меркадо. Возможно, это сооружение было вовсе не рынком, а местным зданием суда, ученые до сих пор гадают. Рядом находятся руины Темаскаль, традиционной индейской бани. Богами считались ягуары же, да? Богами. Давай. Ягуаро. Ягуар, давай. Джагуаро. Круто. На фоне кукульканы вообще бомбито. А это что? А птички? Ну-ка дай птички. Вот это, да? Ну-ка. Это мобайл телефон. Это тукан? Ну? Tukang. This, this. А куда? This. Yeah. Amigo. Yeah. Я так понимаю, что это первый мобильный телефон. Мобильный, This is our. это пришло сообщение. Да. Снимаю. Часов в 10 утра начинают появляться столы с сувенирами, а уже к 11 пробираешься среди торговцев. Показывает огромную тарелку и говорит $1. Остановился, все, кранты. Но самое интересное, что эта тарелка в цене взлетает до 10, а на вопрос «Ты же продавал это только что за $» отвечает, ну как отвечает, щебечет по-испански. Нет, за $1 вот это крохотное. $10? Very Very expensive. Другое имя города упоминается в каллиграфических текстах, но так как правило орфографии расшифрованы не до конца, известно лишь приближенное название, связанное с цифрой 7. 7 великих домов, 7 кустистых местностей или 7 великих правителей. Исследователи полагают, что выбор места для строительства города, который был основан между 455 и 514 годами, обусловлен наличием естественных колодцев, которые служили источником питьевой воды. Что интересно, пирамида Кукулькан построена на четком пересечении линий, соединяющих 4 сенота, а 5-й, как вы помните, внутри. Хотя на карте я увидел только 2. Этот, название которого происходит от майянского слова, означающее игуана, с разрушенным одноименным храмом Шталок. Короче, вот он, сенот, вот те, и все. Первая галочка. Вообще ничего не видно. Джунгли. Сверху с квадрокоптера возможно. Смысла идти в этот сенот нету. Вы видели. И этот сенот, названный колодцем смерти, который майя, что в переводе «люди, управляющие действительностью», во время засухи сбрасывали людей, статуэтки, золотые изделия, хотя последнее относится к ацтекам, у майя золота не было, как подношение богу дождя Чаку, который жил в водах священных сенотов. Парадоксально, но бог воды и ветра, наделенный чертами культурного героя, изобретатель письменности и покровитель знаний, запрещал индейцам приносить человеческие жертвы, рекомендуя заменять их цветами и душистыми коренями. Естественно, американцы и европейцы не удержались, чтобы не обследовать дно. Было найдено артефактов и сокровищ на несколько миллионов $, а вместе с ними останки, внимание, всего 42 человек. 13 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, 8 женщин в возрасте от 18 до 54 лет и 21 детям от 1 до 12 лет. На самом деле майя приносили в жертву богам людей не так часто, в основном во время засухи. А так в большинстве случаев обходились медом, едой, животными, посудой, изделиями из нефрита. Что интересно, практически все было сломано. Считается, что майя обычно убивали приносимую в жертву вещь, ломая ее, прежде чем бросить в колодец. Колокольчики же они заставляли молчать, вырывая их язычки. В ходе исследований черепов был сделан вывод, что в жертву приносились не члены племени, а рабы или пленники, так как еще при жизни они имели серьезные травмы головы и, скорее всего, ритуал жертвоприношений пошел от альтеков, захвативших Юкатан в X веке. Это южная платформа Венеры, которая идентична северной, находящейся на площади Эль-Кастилья. Была окрашена в яркие цвета, как и все строения майя. Ну что, вот это обсерватория, да? Да. Кого? А они же одинаковые. Что фоткать? В виде обсерватории. На самом деле Дима ошибся.
Обсерваторию покажу позже, а круглая платформа, на которой он сидит, называется Редонда. Редкость по форме для Чичен-Ица. Эти два здания, вероятно, были местом для проведения церемоний, обрядов или танцев. А вот за ним первая пирамида города – Ассарио, что означает склеп. Другое название – могила верховного жреца. Являясь уменьшенной копией главной пирамиды, она расположена над пещерой глубиной 25 метров, соединенной с храмом лестницей. Археологи полагают, что структура не была ни гробницей, ни местом погребения священника, хотя были обнаружены 7 захоронений, рядом с которыми были также найдены нефритовые предметы, медные колокольчики и раковины. По их мнению, Ассарио был разработан для регистрации движений Солнца, например, нахождение Солнца в зените 23 мая и 19 июня, что в случае первой даты совпадает с началом сезона дождей в этих широтах. Некоторые ученые считают, что это вертикальная 12-метровая шахта предназначена для астрономических изучений, а некоторые исследователи даже изображают пирамиду как священное дерево Сейба, ствол которого является телом пирамиды, находящимся на Земле, а подземная пещера, что ниже уровня Земли, это часть мира мертвых. Туземцы, которые участвовали в первых исследованиях, говорят, что он тянется на расстояние более 20 километров, и если дойти по нему до конца, то можно выйти на поверхность в другом городе. А вот это сооружение, как утверждают историки, служило обсерваторией, хотя в сохранившихся письменных источниках об этом ни слова. До нас дошли только 3 рукописи, и то поздние – мадридские, дрезденские и парижские, названные в честь городов, куда в итоге попали. Причина тому бумага, которая изготавливалась из коры фикуса и в условиях того климата либо сгнила, либо была съедена насекомыми, а то, что осталось, европейцы просто сожгли по приказу епископа Юкатана Диего де Ланда. Название «караколь», по-испански «улитка», происходит от винтовой лестницы внутри башни, а не из-за вида верхнего этажа, который разрушился и стал выглядеть как купол. Все обсерватории Майя были построены в форме цилиндров, а древние астрономы могли лишь перемещаться между смотровыми окнами, которые направлены на важнейшие положения Солнца и Луны. И именно в Эль-Караколе можно увидеть точки обзора 20 астрономических событий, включая затмение, равноденствие и солнцестояние. Скорее всего, было видно все 29 важных для региона астрономических явлений, но из-за состояния верхней башни, в которой сохранилось лишь 3 отверстия, мы этого никогда не узнаем. Также и то, зачем с обеих сторон башни вырыты полукруглые рвы глубиной от 2 до 8 метров. А вот астрономы считают, что основное предназначение этого сооружения было наблюдение за Венерой, главной планетой мезоамериканского пантеона, так как одно из окон ориентировано по максимальному южному склонению Венеры около 1000 года, когда эта обсерватория была построена. Для Майя Венера имела особое значение, так как это самая яркая планета, и они считали ее богом войны и братом-близнецом Солнца. Тут точность расчетов такова, что за 6000 лет набегает ошибка всего в один день. Учеными были обнаружены отметки, свидетельствующие о том, что майя точно просчитали цикл Венеры, состоящий из 584 дней. Правители следили за положением этой планеты и использовали ее в качестве ориентира для планирования сражений и нападений на своих врагов. Индейцы называли ее звездой, которая курит. Вулканов и ее атмосферу без серьезной оптики не разглядеть. Получается, наблюдений нет, а астрономические знания есть. На небеса смотрели невооруженным глазом. Они проводили годы, наблюдая за звездами, не пропуская ни единого дня. Погрешность сглаживалась на протяжении столетий. Точность таблицы лунных циклов и затмений поражает даже современных астрономов. Месячный цикл лишь на 34 секунды отличается от установленного современной наукой. И тут налицо все признаки знаний, полученные извне и сразу в готовом виде. А письменность была изобретена не для бытовых нужд, а для сохранения этих уникальных знаний. Индейцы, к примеру, обозначали одним словом пространство и время, а мы объединили их только в 20 веке в теории относительности Эйнштейна. У них было понятие 4 угла неба, причем с расставленными по ним деревьями разных цветов – красный, зеленый и синий, а не 4 стороны света. И только сейчас в какой-то специальной геометрии это изучается. Именно эти цвета в качестве базовых передают всю цветовую гамму в фото и видеоизображениях. Рядом с обсерваторией находится группа сооружений, которые относятся к южной зоне и включают в себя монастырский комплекс, а именно церковь, которая является одним из самых старых зданий Чичен-Ица, и дом монахинь, который, как считают ученые, был жилым дворцом. Однако есть и другие мнения, что это была резиденция семьи, которая основала Чичен-Ицу, или первосвященника. У всех жилых строений майя маленькие комнаты, только потому, что они не знали замкового камня по типу арки. Фасад дома монахинь появился в фильме Эрика фон Деникина «Воспоминания о будущем», как доказательство пришествия инопланетян и их контакта с майя. Приглядитесь внимательнее к этой статуе.
Она изображает человека в небольшой комнате. Рука его лежит наподобие рычага. От его шлема отходят какие-то странные лучи, напоминающие антенны. На самом деле это что-то вроде солярного, то есть солнечного кольца, в котором сидит представитель знати, возможно, даже правитель Чичен-Ица. Он восседает на троне в окружении перьев, что символизирует вход в священную гору. И Монхас, Дон Монахин, он превратил в свой дворец. Строители часто выбивали на фронтоне над дверью сведения о человеке, которого майя считали живым богом. Храм скульптурных панелей. И Акапцып, или Дом черных письмен, названо так по изображению майянского жреца, находящегося в центральном помещении южной части сооружения. Более раннее название здания в соответствии с переводом глифов – плоский дом с чрезмерным количеством камер, и это был дом администрации Чичен-Ица. Кроме черных письмен, стены внутренних помещений Акапцыба имеют красные оттиски человеческих рук, какие и в Тулуме, если помните, на храме фресок. Как и там, вероятно, эти оттиски оставили строители здания, которые таким образом хотели увековечить себя или послать приветствие своему богу-покровителю Кабулу, богу небесной руки. Местная легенда гласит, что это здание принадлежит к Алуксос, озорной фее майя, которую можно сравнить с лепреконами, с символами Ирландии, которые выполняют любые желания. История говорит, что ночью эти глифы могут светиться. Правильнее было бы начать рассказ о городе отсюда, как о первых строениях, хотя они и считаются новым Чечен. Совсем старый Чечен расположен к югу от Монахин и открыт только для археологов. Хочу отметить, что названия строений, которые используются сегодня, были даны либо первооткрывателями, либо солдатами-завоевателями, но никак не майя. Также рядом на одной площади находится дом оленя, названного так из-за лепнины в виде этого зверя, найденного внутри, но сегодня ее увидеть уже нельзя, и Чичан-Чоп, также известного как Касса Колорадо, Красный дом, из-за красной окрашенной полосы внутри вестибюля, и, возможно, он был элитным местом жительства. У него даже имеется небольшое поле для игры в мяч. Скорее всего, они оба были разработаны одним и тем же архитектором, только с разницей в несколько лет. Монументально все это. Очень так серьезно. Надо ехать уже, слышь? Эль Кабо. Слышь? Сейчас это площадка для баскетбола. Ну не футбол и не баскетбол, что-то среднее. Вон кольца. Вон кольца и вон кольца. Причем, по-моему, они ту команду, которая проиграла, они, по-моему, казнили. Не по-моему, а стопудово. Обалдеть игры. Нахрен такую игру? Я сказал, не-не-не, я дом посижу. Как они туда кидались? Тоже? Ну-ка пощелкай еще, Дима. А, вот такой свист. Слышал? Там, да? Там, да. Там, да. Судя по записям, эта площадка для игры в мяч была сдана в эксплуатацию 18 ноября 864 года. Сразу скажу, что все сооружения майя были покрыты штукатуркой и ярко раскрашены. Это стадион не исключение. Слушай, газон лучше, чем на наших полях, как бы. Что символизирует само поле? Верхний уровень, где стояли зрители и расположен храм Ягуара, в котором восседал царь Чичен-Ица, это уровень жизни. Наклоненная площадка, нижний уровень, символизирует потусторонний мир, Шибальбу, чье название переводит как «исчезающее». Здесь устраивались священные ритуалы, результатом которых было жертвоприношение. Таких полей в Мексике было найдено около 1500 разных форм и размеров. Только на территории города их 7, но именно это является самым большим. Какова цель этой чудесной игры? Нужно пробить мяч через обод. Какой? Вон тот. Невозможно, мы проиграем! Проиграть нельзя.
Смысл игры — поддерживать жизнь солнца, сделать так, чтобы мяч не упал. Вечное солнце, последнее из истории 5 солнцев, 4 из которых погасли, живет и нуждается в крови, чтобы продолжать свой путь. Скорее всего, были разные ритуалы. Каменный мяч поджигался, он символизировал солнце, а каучуковую луну. Археологами было обнаружено рядом с маленькими каменными обугленными мячами деревянные палки, наподобие клюшек. Правила игры я так нигде и не вычитал, современные не в счет. Но, возможно, они как-то связаны с тем, какое количество времени мяч должен находиться в воздухе. В некоторых местностях допускалось подавать мяч локтями, коленями, плечами. Когда начали играть в эту игру, доподлинно неизвестно, но 5 мячей диаметром от 10 до 22 сантиметров, датированных 1700 годом до нашей эры, были найдены в погребениях ольмеков, что говорит об их религиозной и ритуальной значимости. Археологи находили каучуковые мячи, которые называли олли, 20 сантиметров диаметром и больше, и весом от 3 килограмм, в зависимости от версии игры. Название игры «Пок-топок». А теперь вопрос, кого приносили в жертву? Если им был представителем выигравшей команды, так как это была честь потерять свое земное тело и продолжить свое путешествие к богу солнца. Но тогда терялся смысл. Зачем было тратить время и силы на обучение игроков, чтобы потом так легко расставаться с победителями? Или все-таки проигравшие команды? Потому как, когда горячий мяч падал на землю и пламя гасло, нужна была кровь, чтобы воскресить солнце. Есть мнение, что игроки принадлежали к высшему классу, и если казнили, то всю команду, и, как говорится, с обслуживающим персоналом, болельщиками. Все возможно, ведь это была честь. Дальше вы поймете уровень сложности игры по разнице наклона площадки, которую я вам покажу в тех городах, где мы побываем. Здесь же ответственная стена и кольцо, которое добавилось в более позднем варианте игры, находится на высоте 9 метров. И задача подающих – попасть в вертикальную стену, тогда забивающему будет легче поразить цель. Размеры площадок разные, и от этого зависело количество игроков. Судя по рисункам в храме Бородатого Человека, расположенном в северной части площадки, который получил свое название благодаря барельефу на внутренней стене, изображавшему мужчину с выделяющейся резьбой под подбородком, который напоминает волосы на лице. Здесь играло по 7 человек. На стене внутри храма изображены 6 игроков, идущие друг за другом, во главе с 7-м игроком, предположительно капитаном команды, который в правой руке держит лезвие, а в левой за волосы голову противника. Из шеи жертвы исходит 6 змей, а 7-я струя представляет ростки растений, символизирующие плодовитость. Часто этот храм называют северным. В нем замечательная акустика, позволяющая слышать шепот человека в любой точке зала. Сомпантли, означающим на языке нуатель «стена черепов». Она имеет Т-образную форму, и это не храм, а платформа для жертвоприношений, которая была основанием для деревянного чистокола, на который насаживались головы. Об этом свидетельствуют выбитые барельефы на камне, причем черепа все разные. То ли они являются произведениями различных художников, то ли выбивались с натуры, но хочу заметить, металлических приспособлений у майя и у ацтеков не было, так же как и металлического оружия. Вместо этого они использовали макуаитля, плоскую деревянную биту с острыми, как бритва, камнями вулканического происхождения, обсидианом, вставленных по краям биты, способную обезглавить лошадь одним ударом. Почему же так много черепов? Более 2500. То ли это массовые жертвоприношения, то ли павшие в войне, а все, что связано с кровопролитием, священно, как возвращение жизненной энергии богу ветра Кукулькану. Иконография Чичен-Ица представляет собой 2 способа жертвенного умерщвления. Излечение сердца делалось на алтаре, а обезглавливание было связано с игрой в мяч. Когда войн не было, а жертвоприношения были нужны празднику или определенному богу, а богов у майя были сотни, то развязывалась война цветов по договору, часто даже с союзниками. То есть воины не убивали друг друга, а захватывали в плен, чтобы потом принести в жертву. А возможно, это жертвы долговременной засухи и, как итог, конец цивилизации майя. Элита, которая отличалась и формой черепа, их вытягивали специальными приспособлениями, и спиленными зубами с наклеенными на них драгоценными камнями, объявила, что бог солнца примет их, а это прямой путь без попадания в потусторонний мир. Массовые жертвоприношения именно молодых людей с хорошими зубами, тех, кто больше всего нуждается в еде. Помимо всего, эти воины решали еще несколько задач. Тренировка воинов и, как ни ужасно, узаконивание каннибализма. Таким образом, знать нашла выход, как себя спасти. Элита, лишившись помимо всего средств, так как из-за дефицита воды люди не могли платить налоги, эмигрировала на север, а с ними подались чиновники и уже хорошо натренированная армия. И когда сюда прибыли
прибыли испанцы, не увидели никого из царских династий ацтеков. Они увидели только выживших простых майянцев. Археологи допускают, что причина более банальная. Этим городом стало трудно управлять. Сюда ведь стекались огромные людские потоки, и сохранить единство стало невозможным. Эту фигуру Чак-Моля, который служил жертвенным алтарем, археологи обнаружили здесь, в Сомпантле. Его несколько квадратное лицо повернуто на запад, а эта сторона символизировала для майя тьму и смерть. На его животе находится чаша для подношений, в которой клали вырванные из груди сердца. Чак-Моля не следует путать с Чаком, богом дождя, воды и плодородия, благодаря которому растет кукуруза, а это основа питания индейцев до сих пор, и у которой тоже есть бог – Маис. Бог дождя на зданиях изображен в маске в форме крюка, хобота, как водосток. Расположенная рядом платформа ягуаров и орлов носит свое название из-за рельефов, показывающих, что эти животные пожирают человеческие сердца. По своей форме, но более квадратной и меньшей по размеру, она похожа на храм Венеры. Кстати, орлы и ягуары были символами низшей из 3 касты воинов. Храм Венеры, поклонение которой появилось с приходом сюда тальтеков. Для них Венера, утренняя звезда, ассоциировалась с Кецалькоатлем. Она изображена выходящей из пасти оперенной змеи с раздвоенным языком и когтями ягуара. Здесь не только проводились жертвоприношения, но также осуществлялось театральное представление. Как вы уже поняли, на территории Чичен-Ицы 2 платформы Венеры. Это самая большая. Здесь каменные барельефы по-прежнему сохраняют остатки красной, синей и желтой краски. И вот мы опять у пирамиды Кукулькана. Кому интересно, здесь проходило вечернее 30-минутное световое шоу. Во время распространения коронавируса от нее отказались. И на закуску. Название ацтеки, скорее всего, взято от Ацтлан, мифической местности на севере Мексики, в которой якобы жили их предки. Однако сами ацтеки называли себя Мешика, откуда затем и произошло название страны Мексика. Из Чеченицы 6 километров до Синоты-Киль. Смотрим новый ценник. Синот, просмотр, посмотреть. Лайф-жакет входит. А здесь за 350. Посмотреть Синот, короче, лайф-жакет и ресторан сервис плюс 1 дринк. 150, короче. По 8,5 на одну персону. Ну или можно песо. Песо, конечно, выгоднее. Их курс, а банки 18,85. Cause I shut the lights out. Don't stop what you got. Ready or not, I want it all. Don't stop what you got. Ready or not, I want it all. I want it, I want it what's holding you under? I roll like thunder. I'm only one, but got you outnumbered. I got an appetite, and nothing can satisfy. You wanna take a bite? I am a legacy. You're just an overnight. Don't stop what you got. Ready or not, I want it all. Don't stop what you got. Ready or not, I want it all. Решили посидеть, покушать. Здесь. Это тако. Коченита. What? Коченита. Коченита? Chicken, Chicken. very good. Садилья. Пиканте. Very good. 3,5 доллара. Да? Горяченькая. What? Это 2 где-то.
From Russia. Водка, водка. Vodka for you too. Only сколько дашь? Сколько дашь? Yes. Hola, hola amigos, bienvenidos. Welcome, bye. Вот это Валидолит, ребята. Старинный город. Надо будет почитать про него. Типичный мексиканский город. Тут есть Сенат, ребят, посередине, кстати. Тоже один из знаменитых. Для информации, может быть, кому-то интересно. И дальше тоже выезд из города есть Сенат. Но мы его проезжаем насквозь, едем в сторону Коба. Окончание на А. Ковбойский. На этой веселой ноте закончу, потому что уже 50 минут. 50 минут уже фильма. Как я и говорил, что 4 дня будет сложно запихнуть в один. Для этого надо делать 3 части. Кстати, ссылка на первую часть, в которой я это все говорил, будет вот здесь где-то. Я, конечно, затянул с Чичен Ицой, но это такой город, по которому понятно все развитие Мезоамерики. Альтеки, альмейки, ацтеки, майя. Мне показалось, это было интересно. Если это так, напишите, пожалуйста, в комментарии. И не забудьте сделать следующее. Вот. Колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее мое видео. Все, пока.